Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте! Таро прогноз, таро расклад, неделя с 4 по 10 декабря. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И у нас сегодня колода 78 дверей. Это метафорические карты. Что они нам откроют? И здесь буквально откроют, поскольку основное значение – это двери. Открыты или закрыты. И каков ключ подобрать, как к этим дверям. Первая карта, которую мы с вами достанем, так и будет называться, или что важно знать, или что будет у вас в приоритете. Хотя для всех нас в приоритете будут взаимоотношения, личная жизнь. Это планетарно, поскольку Венера в Скорпионе. Для кого-то страстная любовь, для кого-то новая алхимия любви или новые грани чувственности. Для кого-то, увы, могут быть и денежные темы, которые встанут на первом плане. Может быть, ваш бизнес, ваша самореализация, ваши амбиции, ваша карьера. Такое тоже может быть, но все же тема отношений, когда мы можем проговорить то, что прежде не решались, в спокойном режиме, не доказывая ничего, а именно узнать, что думает наш партнер. И в целом это даст больше понимания, больше честности, больше откровенности. И у вас как раз про взаимоотношения. Я уже увидела, что двойка пентаклей. Есть, правда, может быть нерешенная ситуация, когда нужно делать выбор. Или вам приходится с чем-то словно мириться, учитывать какие-то условия, обстоятельства. Или для кого-то быть между двух огней, или пытаться усидеть одновременно на двух стульях. Какая-то биполярность, она существует. И все будет зависеть от того, как вы сумеете договориться. У нас синхронное плавание буквально на этой карте. И обратите внимание, надеюсь, видно, как будто проекция дверей под водой нам показана. От синхронности ныряльщиков, от синхронности того, как мы прочувствуем собеседника, или сумеем какой-то компромисс, может быть, достичь, или для себя прояснить тот или иной вопрос. Новые возможности открываются, практически двери. Все в ваших руках, мои дорогие львы. Просто у кого-то это пентакли, повторюсь, сфера финансов, денежные заработки, а для кого-то личная жизнь. Ну, а для кого-то все вместе. Итак, что в приоритете или что для вас будет важно на этой неделе с 4 по 10 декабря? Чего не избежать или неожиданности, с которыми вы можете столкнуться? Что будет помогать? Что будет радовать? А чему сейчас не время или что может помешать? Давайте достанем карту «Что скрыто?» И далее по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Что по финансам? Денежная энергетика. И что в личной жизни? Итак, если нужны деньги, вы их находите. Вообще деньги есть. Мои дорогие львы и львицы, для кого-то из вас десятка все-таки пентаклей, вопросы с недвижимостью, может быть, дома вы что-то будете улучшать, делать жилье более комфортным. Кто-то готовится уже к праздникам, такое тоже может быть. Безусловно, денежная тема, она так или иначе затрагивает все сферы нашей жизни, видимо, вашей жизни, мои дорогие львы и львицы, потому что эта десятка, это в целом наше благополучие, это баланс во всех сферах, когда мы хотим, как и душевного равновесия, как уюта, тепла, как стабильности. И вообще сама по себе неделя подведения итогов. Может быть, кстати, приход денег большой суммы, та сумма, которая либо задерживалась, либо, были какие-то препоны, что-то вот вы сразу не получили. И здесь даже может быть больше, чем вы ожидали. И так тоже. А для кого-то семейная жизнь, мои дорогие, отношения в паре, может быть, вопросы, связанные с детьми. Тут все вместе, как будто нам показана и семья, и практически два дома. На один, точнее, дом, он расположен на дереве, и дети как будто играют. Они играют в дом. Есть такая игра, я думаю, многие, когда были детьми, играли в подобное. Но, по крайней мере, мое поколение. И здесь мы можем словно примерять на себя какие-то возможности. У кого-то буквально это будет касаться недвижимости, стен или какого-либо переезда, а у кого-то
мы словно репетируем, понимаете, вот в этой колоде карт есть такое понимание. Мы примеряем на себя, получится у нас осуществить что-то или нет. Или мы что-то просчитываем, чтобы знать уже наверняка, что да, игра стоит свеч. И здесь как через отношения может это пройти, или опять же через финансы. Неожиданности. Опять же, деньги. Или встреча с человеком по королеву Пентаклей. Конечно, для людей семейных или тех, кто в паре, может означать эта карта вашего партнера, вашего помощника, союзника, соратника, единомышленника, когда у вас все просчитано, под контролем, когда вы в унисон и в одной тональности думаете, планируете что-то, и здесь могут быть самые разные планы, начиная, может быть даже, кстати, как задумка семейного бизнеса и кончая переездом. Все возможно. Король Пентаклей все контролирует. Это тот человек, который создал себя сам. Может быть, вы познакомитесь с таким человеком, достаточно влиятельным. Может быть, это будет для кого-то из вас, когда вы идете оформлять документы и встречаетесь с человеком, который определенного статуса, может быть, чиновник. Может быть, это вы сами, мои дорогие, потому что статусность проходит по этой карте. Тут перекладывайте на себя, у каждого как-то по-своему это проиграется. У кого-то ведь это может быть, когда сейчас очень удачная, стабильная неделя в целом, если вы никаких глобальных задач перед собой не ставите. И мы говорим про двери, да? У вас двери к богатству, мои дорогие львы и львицы. Здесь сейф нам показан, и дверь открыта. К богатству нет закрытых дверей. К вашей самореализации, к вашему желанию добиться чего-то конкретного. Главное определиться с точкой, чего же я хочу. И, повторюсь, король Пентаклей для кого-то возможности, как и в личной жизни или в вашей паре, если были какие-то шероховатости, недопонимания, это идеальная неделя как раз примириться, может быть, или найти как знаете, совершив какой-то глубокий откровенный разговор, может быть, прояснить для себя, почему человек с вами прежде не согласился. А с нами, в общем-то, и могут не соглашаться. Даже наши близкие – это все равно личности, и каждая личность видит этот мир по-своему. И от умения взаимодействовать зависит наше качество жизни отчасти, но не от того, когда мы продавливаем какую-то свою стратегию, тактику. Вот взаимодействие, вам двойка пентаклей переворачивалась, это тоже где-то об этом. На этой неделе это сделать очень хорошо, как будто найти взаимопонимание дважды, повторюсь. Почему? Потому что 11, 12, 13 у нас там получается новолуние в Стрельце. Мои дорогие, Стрелец – это теплый, радостный, огненный знак. Это знак страсти. И главное, по этому новолунию мы будем избавляться от грустных мыслей, от пессимизма, выметать словно окончательно в последнем месяце уходящего года весь мусор, в том числе и ментальный, или, может быть, мусор из наших отношений. Это так, аллегорически говоря. Давайте посмотрим, что вам помогает. Когда вы не пробиваете брешь, по рыцарю мечей, обратите внимание, если мы говорим двери, здесь врата, и могучий кентавр как будто пытается изо всех сил открыть их. Но по этой карте нам говорят, а надо ли? Дело в том, что сил у нас как будто хватит, но нет гарантии, что то, что откроется вашему взору, вас порадует или удивит, как-то приятно, или будет чем-то полезно. Поэтому по этой карте нам всегда говорят, держись позиции стороннего наблюдателя. Нам могут встретиться те люди, которые что-то доказывают. Могут быть какие-то прения, кстати, с людьми. Иногда по этой карте бывает, если мы немножко на другую колоду карт перейдем, по рыцарю мечей иногда проходят наши дети, может быть, подросшие дети, те, которые с нами не согласны, имеют какую-то свою точку зрения, могут с нами спорить, отстаивать свое мнение. И как будто не нужно включаться в доказательства, мы ничего не докажем. А какими-то более спокойными энергиями, уравновесить противоречия, правда. Потому что много эмоций может быть по рыцарю мечей. Знаете, эта карта, пусть в другой колоде, называется «Борец без причины». Да, вот эта фраза, она всю суть этой карты передает очень хорошо, поэтому и говорят, ты не включайся, тут что-то бесполезно делать, да, или что-то доказывать, или
Это может быть, в принципе, человек, чужой человек, или родственник, друг, сосед, ну, может быть, и коллеги, кто угодно, когда нам свою какую-то идею преподносят как истину в последней инстанции. И поэтому тоже доверять этому не следует. Доверяй, но проверяй. Может быть, собрать какую-то информацию, не включиться одним словом в какое-то дело, в какой-то конфликт или вот как будто мое дело сторона, вот это вам помогает, как ни крути. А что может помешать? И помешать может, если мы сидим и просто ждем. Очень такая красноречивая иллюстрация этой карты, пятерка мечей. Дверь уже заросла плющом, и женщина, которая присела на ступеньку, успела состариться, а дверь все остается закрытой. Когда мы перестаем ждать, у каждого какая-то своя ситуация, которую нужно проводить. Как будто, ну, может быть, это то прошлое, которое вам дорого, и вам очень хотелось бы, чтобы возобновилась какая-то история. Или из прошлого какой-то проект реализовался. Это только вам судить, мои дорогие львы и львицы. Но что-то не может быть продолжено. И как будто в этом направлении заново реанимировать какую-то душевную боль, может быть, или какие-то разочарования. Вот точно не стоит, и нам это будет где-то мешать. Может быть, когда мы долго раздумываем и начинаем устраивать глубокую философию, или когда мы надеемся на кого-то другого. У вас карты, по сути дела, самодостаточности. Что скрыто? Вот, наверное, сообразно вот этим двум картам, рыцарь мечей и пятерка мечей, нам здесь о чем говорят? Я называю эту карту «Выход из лабиринта», туз мечей, и именно в этой колоде она очень красноречиво свидетельствует, да, есть лабиринт, и есть, может быть, множество каких-то мнений или ваших позиций, когда могу поступить одним образом, вторым, может быть, и третьим, но существует только один выход, как будто из этого лабиринта, или это ваше решение, может быть для кого-то Соломоново решение, но от окончательного как будто принятия какой-то данности раз, и может быть увидение какой-то реальности так, как на самом деле обстоят дела. С одной стороны, мы не должны включиться в то, опять же возвращаясь по рыцарю мечей, что нам преподносят, но обстоятельства либо другие, либо правда другая, либо просто не имеет смысла в чем-то участвовать. Или когда мы просто сидим и выжидаем, какие-то действия от вас потребуются. Вот такие неторопливые, с одной стороны, взвешенные, а с другой стороны, видимо, будут и те вопросы, все-таки мы говорим, чему сейчас не время, ожидания, когда и промедление в каком-то деле будет тоже совершенно не к месту. Вот этот самый выход из лабиринта вы как будто найдете. Может быть, понимаете, карта нам ведь не говорит, это то, что скрыто. Мы можем на этой неделе этого не видеть. Но, может быть, благодаря вот этим энергиям, чему сейчас не время, да, или что нам, наоборот, помогает не включение, мы яснее увидим какую-то картину, и в последующем какие-то возможности для вас новые открываются. Но решение, я бы сказала, какое-то важное у вас словно на пороге. Дела, работа, бизнес, предложения. Правда, у кого-то подарки, у кого-то подарки в виде денег, какие-то бонусы дополнительные. Вообще, это возможности. Будьте внимательны к деталям. Здесь может быть предложение о новой работе. Или, как вариант, ваше желание работать на самого себя. Или это может исходить от человека, которого вы знаете, но тоже тут как будто рыцарь у нас с подарком едет. Поэтому будет как минимум хоть одно предложение или какая-то возможность несколько иначе, может быть, вашу деятельность обустроить или внести какие-то коррективы, изменения. Все равно по рыцарю Пентаклей есть какой-то элемент новизны. Или, мои дорогие, вы поедете куда-то, может быть, придется отправиться, или к вам человек приедет. Все-таки есть такой момент, как будто дорога передвижения. Но, повторюсь, рыцарь Пентаклей едет медленно. Медленно, но он не стоит на месте. Видимо, где-то в целом на неделю быть вот в таких энергиях. И по десятке пентаклей, по королю пентаклей, тут уже если действия, то взвешенные, продуманные, просчитанные. Энергия денег, мы говорим, ну вообще шикарно. Знаете, мои дорогие, львы и львицы, вам, правда, надо уделить внимание личной жизни. У нас пара выпадает, королева пентаклей и король пентаклей.
И это будет сопряжено, может быть, с вашей семьей. Если нет семьи, значит, ваши отношения в паре, когда на последующий период что-то надежное. Надежное, светлое, когда вы думаете одинаково, когда гармоничные сами по себе отношения. Есть определенный материализм, безусловно. Почему нет? Все-таки у нас в Пентакле, но ведь это благополучие. Ваше благополучие не в квадрате, а в кубе, я бы сказала, на повестке этой недели. Это тогда понятно, не надо включаться в те вопросы, которые интересны кому-то. По рыцарю мечей могут быть желающие навалить на вас, извините за выражение, кучу каких-то дел, может быть, рутинной работы или каких-то обязательств. И вот как будто выскользнуть надо из всего этого. Это сейчас не ваш приоритет. У вас что-то очень важное на повестке дня. Если мы говорим деньги по королеве Пентаклей, конечно. А у кого-то это может быть на самом деле ваш новый проект. Королева Пентаклей сделала себя сама. Она сначала продумывает как раз в ментальности, или назовите это мечтой, намерением, целью. Она продумывает, как это осуществить. И у нее получается эта самореализация. И если мы говорим про двери, это королева Пентаклей. Это вы как будто будете на неделе решать, кому вы откроете эти двери. Вот королева Пентаклей открывает два человечка у нас, как два гнома, да, которые к ней вхожи. И они сейчас вместе будут пересчитывать все вот эти богатства. То есть вы будете открыты только тем людям, которые проверены и надежны. Кому вы захотите помогать, открывать двери. Для вас узкий круг общения, может быть, это ваша семья, ближайшие друзья, родственники. Вот то, что имеет значение, и плюс какое-то благополучие. В любых вариантах, как через работу, через финансы или личную жизнь. Личная жизнь. У кого-то может быть предложение Верховный Жрец, правда, по этой карте. Предложение руки и сердца. Или вы решите венчаться. Все-таки вот эти самые традиции проходят по этой карте для кого-то из вас. Повторюсь, все же пентаклей много, самореализация у нас явно присутствует. И удачная неделя для того, чтобы что-то по работе решить. И это старший аркан. Тут словно вам что-то по судьбе, возможности какие-то приходят. Как нам уже сказали про любовь, но тут не совсем про страсть все карты, а именно через доверие, через откровенность и через благополучие, материализм, он присутствует. Так и где-то это будет касаться, повторюсь, и работы, вашей деятельности, дальнейших планов и дальнейших заработков. И опять же, словно пространство вам помогает. Вы можете оформить нужные документы, важные документы по Верховному Жрецу, когда, знаете, вообще и люди будут вас словно слышать, рады вас видеть, рады будут буквально где-то помогать. Что-то для вас решается на этой неделе, как и хорошо, перспективно, надежно. Пусть это на личную жизнь, но это старший аркан, поэтому он все равно захватит все остальные сферы жизни. Так и сделать на последующую перспективу по Верховному Жрецу мы готовы учиться. Кто-то из вас решит, я пойду на курсы, или какая-то тема, может быть, как законодательство, у кого-то иностранный язык, у кого-то еще какой-то элемент новизны, который мне словно необходим. Ваши интересы, в принципе, от начала и до конца. И личная жизнь в приоритете на этой неделе. И неделя сама по себе стабильная, надежная, приятная. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы и любимы всегда.